Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим вот такой устрашающий тортик в стиле Wednesday. Соберем торт на основе ванильных бисквитов с добавлением вишни и шоколадного мусса в прослойке. Также я вам покажу, как сделать черный торт с минимальным количеством черного красителя. Покажу, как сделать имитацию паутины. В общем, сегодня вас ждет много всего интересного, но для начала я хочу вам рассказать о помощнике, который будет сегодня помогать мне готовить этот торт. И это вот такой необычный планетарный миксер от старейшего британского бренда Morphy Richards. По сути, это точно такой же планетарный миксер, к которым мы с вами привыкли, но он более компактный, более удобный в хранении и не займет много места на небольшой кухне. Отличие этого миксера состоит в том, что мотор находится вот здесь, в нижней части, а не в верхней, как у других планетарных миксеров. Также у него достаточно большая чаша объемом 4 литра. Есть несколько сменных насадок, о них я сейчас подробно расскажу. Также в комплекте есть пластиковая крышка с возможностью добавления продуктов во время взбивания. У миксера всего 6 скоростей, и этого количества вполне достаточно для выполнения любых нужд. Также есть встроенный таймер. Мне очень понравилось, как организовано хранение насадок. Все они хранятся прямо в чаше в специальном пластиковом контейнере, который легко вынимается. И получается, что все насадки на виду, каждая на своем месте, они не потеряются, это очень удобно. Какие же насадки идут в комплекте? Это венчики, плюс здесь же рядышком находятся вот такие специальные силиконовые скребки, которые во время взбивания снимают продукты со стенок чаши, поэтому не нужно останавливать миксер и силиконовой лопаточкой все это соскребать со стенок. Насадки легко снимаются, легко меняются. Вот эти две насадки это для перемешивания. Кстати, используется сразу пара насадок, что ускоряет процесс взбивания. И насадка для замеса теста. Прекрасно подойдет для приготовления дрожжевого и любых других видов теста. Ну и теперь переходим к приготовлению торта. Для начала классический бисквит. Здесь у меня 5 яиц, добавляю щепотку соли, сахар. Все рецептуры будут в описании под видео, и бисквит, и начинки, и крем, поэтому обязательно туда заглядывайте. Надеваю насадку венчик и начинаю взбивать. Массу нужно взбить до очень плотного светлого состояния. Кстати, забыла вам сказать о том, что Morphy Richards является старинным британским брендом, и по статистике примерно у 90% британцев есть в наличии какая-то техника от этого производителя. Итак, яйца взбили в плотную светлую массу. Теперь я добавляю заранее просеянную муку и перемешиваю буквально 15 секунд на минимальной скорости. Можно муку вмешать и вручную. Главное, недолго, осторожно, чтобы бисквит не потерял свою воздушную структуру. Классический бисквит готовится без добавления разрыхлителя. Если вы хорошо взобьете яйца в плотную массу, то бисквит обязательно получится очень пышным и воздушным. Все, 15 секунд, и в итоге вот такая пышная бисквитная масса получилась у меня. Теперь переходим к выпечке. Для выпечки я использую 2 кольца диаметром 16 см. Бисквитную массу разделяю на 2 примерно равные части. Распределяю и отправляю выпекаться. 170 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Выпекаю в центре духовки примерно 20-25 минут, но обязательно ориентируйтесь на свою духовку. Вот такие красавчики у меня получились. Готовность обязательно проверяйте деревянной палочкой. Вставленная в середину, она должна выходить сухой и чистой. Пока бисквиты остывают, приготовим вишневую начинку. Размороженную вишню вместе с жидкостью я отправляю в сотейник с толстым дном, добавляю сахар с кукурузным крахмалом, все перемешиваю до однородности и на среднем огне довожу массу до кипения, после чего кипячу примерно 20 секунд, чтобы масса загустела. И вот такая очень красивая ароматная вишневая начинка готова. Нужно тоже дать время ей полностью остыть. И когда и бисквиты, и начинка остыли, можно готовить мусс. Мусс у меня будет шоколадный. Для него горький шоколад 70% отправляю в чашу, заливаю горячим молоком, даю буквально минутку постоять, чтобы шоколад начал плавиться. Затем добавляю набухший желатин, сахар и пробиваю все погружным блендером до однородности, до состояния эмульсии. И получившемуся готовому ганашу нужно дать время
остыть до комнатной температуры, ну, до такого чуть тепленького состояния. Далее необходимо взбить жирные сливки. Жирность берите 33, а лучше 35%. Сливки должны быть очень холодными. Взбиваем на небольшой скорости, чуть ниже средней, до такого полувзбитого состояния, до состояния мягких пиков. Далее добавляем остывшую шоколадную основу и перемешиваем на минимальной скорости до однородности. Все, шоколадный мусс готов, можем переходить к сборке торта. Торт необходимо собирать в раздвижном кольце и обязательно использовать ацетатную ленту. Бисквит, каждый из бисквитов я разрезала на 2 коржа. В итоге у меня получилось 4 коржа. Каждый бисквит я обязательно пропитываю, потому что классический бисквит, он требует пропитки. Я использую молоко. Вы можете использовать все что угодно. Сироп, кофе, можете добавлять любые ликеры и так далее. Далее на пропитанный бисквит я выкладываю половину вишневой начинки. Она остыла и стала более густой. Распределяем ее равномерненько и выливаем шоколадный мусс. Мусс необходимо разделить на 3 равные части. Можно использовать либо мерные емкости, либо весы. Распределяем мусс равномерно и выкладываем следующий бисквит. Хорошо пропитываем и выливаем вторую часть шоколадного мусса. Если за время работы вы видите, что мусс густеет, потому что там и желатин, и шоколад, они стабилизируются, можете слегка подогреть его буквально пару секунд в микроволновке. И в эту прослойку я решила добавить не вишню, а хрустящие шоколадные шарики от Calibо внутри с вафельной начинкой. Хоть захотелось мне добавить такую хрустинку в прослойку. Третий слой бисквита, пропитка, вишня, шоколадный мусс и 4-й бисквит. Его обязательно тоже нужно пропитать. Накрываем пленкой и убираем торт в холодильник для стабилизации. У меня он в холодильнике проведет ночь. Для декора торта я решила изготовить руку, которая называется «Вещь» из семейки Адамс. Лепила я ее из мастики, наверное, полночи, перелепливала 28 тысяч раз, потому что с мастикой я не очень хорошо лажу, редко из нее леплю. Значит, белую мастику, обычную я взяла цветочную, окрасила, добавила пищевой гелевый краситель коричневого цвета, буквально пару капель, чтобы получился вот такой оттенок. Всего у меня упаковка была 600 грамм мастики и кусочек 200 грамм остался. То есть на руку у меня ушло 400 грамм мастики. Вот такой результат получился у меня в итоге. Леплю я из мастики крайне-крайне редко, но понимаю, что этот процесс мне очень нравится. Прошли примерно сутки, мастика уже хорошо подсохла, и теперь ее нужно протонировать. В качестве референса я взяла вот такую картинку. И тонирую с помощью тонкой кисти и сухого красителя темно-коричневого цвета. Хорошо нужно прокрасить все шрамы, сгибы на пальцах, ногти, нижние фаланги пальцев. В общем, примерно вот такой результат у меня получился. Я, конечно, очень вдохновилась сериалом Wednesday. Кстати, обязательно напишите в комментариях, кто посмотрел, как вам сериал. Мне лично очень понравился, и я прям с нетерпением жду 2-й сезон. Торт провел в холодильнике ночь, хорошо стабилизировался, и можно переходить к декору. Для выравнивания я буду использовать стандартный крем-чиз на масле. На выравнивание торта именно белым кремом у меня ушло примерно 600 грамм готового крем-чиза. Пропорции стандартные: 300 грамм сыра, 100 грамм масла и пудра по вкусу 70-80 грамм. По выравниванию здесь все стандартно, даже не буду подробно на этом этапе останавливаться. Выровненный торт отправляю в холодильник на несколько часов, крем должен хорошо застыть. Теперь приготовим черный крем. В основе тот же самый крем-чиз, примерно 200 грамм мне понадобится, и добавляем к нему черный краситель. И вымешиваем, добавляем краситель до того момента, пока не получим крем нужного оттенка. В общем, вся хитрость состоит в том, что основное выравнивание мы делаем стандартным белым кремом, и только самый верх тортика мы покрываем черным кремом. Буквально, вот я с помощью палетки наношу, толщина буквально 2-3 мм, не больше. И получается, на небольшое количество крема у вас и черного красителя уйдет намного меньше. Ну и в принципе делать толстый слой из черного крема,
не стоит, я думаю. Чтобы еще меньше черного красителя понадобилось, лучше выкрашивать не крем-чиз, а ганаш на темном шоколаде. Тогда красителя уйдет прям в разы меньше, но так как я готовила чиз, уже и его решила окрашивать. Здесь то же самое. Выравниваем, так как торт уже хорошенечко выровнен, хорошо охлажден, вот этот тоненький слой крема прекрасно распределяется, только постарайтесь, чтобы этот черный крем был комнатной температуры, чтобы он был мягким, тогда с ним проще работать. И опять убираем в холодильник, чтобы крем хорошенечко застыл. Сразу, пока помню, покажу вам размеры торта, потому что частенько забываю об этом. Итак, вес тортика 2 килограмма, высота чуть меньше 12 сантиметров. Теперь сделаем имитацию паутины. Для нее нам понадобится обычный маршмеллоу. Его необходимо нагреть в микроволновке буквально 20-30 секунд, чтобы он вздулся хорошенечко, и перемешать до однородности. В итоге должна получиться вот такая клейкая, тягучая масса, которая прям вот хорошо тянется. Нужно добиться определенной температуры. И теперь я беру эту массу прямо лопаткой, осторожненько, потому что она горячая. Быстренько наносим на хорошо охлажденный торт. И теперь пришло время для вещи. Кстати, когда я ее лепила примерно через сутки, когда она уже подсохла, я в пальцы вставила зубочистки, а в большой палец вставила деревянную шпажку. Это и будет такой вот центральной осью, потому что большой палец, он такой более ровный, более прямой, поэтому деревянную шпажку можно вставить поглубже. Именно за счет нее рука будет хорошо держаться на торте. Осторожно все это устанавливаем, и наш мистический торт в стиле Wednesday готов. Обязательно разрез. Очень надеюсь, что видео окажется для вас полезным. Пишите свои впечатления в комментариях, но я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.